Всем привет! Хочу сегодня посмотреть на такую тему. Почему не складывается в личной жизни? Что со мной не так и так далее. Продолжение расклада будет находиться на YouTube-канале Империя Таро. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо в Instagram. Акция также будет продолжаться до конца января. Итак, давайте посмотрим, какая вы на данный период времени, а что вы за женщина. Женщина такая, которая, скорее всего, знаете, что уже не верит в сказки, не верит вообще в чудеса. Женщина, это которая без розовых очков. Женщина, знаете, как настолько охладела. Женщина здесь, понимаете, настолько уже поумнела, настолько. Просто с этой женщиной, да, только нужно будет договариваться. С этой женщиной, например, невозможно будет просто так водить за нос, потому что женщина здесь видит кристально все, как относится мужчина. На данный период времени вот именно вы такая, да, являетесь женщиной. Если какой-то будет сделан неправильный шаг со стороны мужчины, поверьте мне, то, что вы сниматься не будете и сразу отрежете его из своей жизни. Какая еще вы на данный период времени? Женщина, скорее всего, здесь, которая разошлась с мужчиной, да, покинула мужчину, которая, возможно, это был ваш супруг, не исключаю такого, либо был мужчина, да, старше вас, знаете, как был диктатор, принципиальный, сложный мужчина. Ну, может, для кого-то, может, он сам ушел, да, из вашей жизни. Но здесь мужчина однозначно, знаете, как, вернее, женщина здесь этого мужчину, который вот вышел, либо вы его послали, да, здесь женщина не принимает. Почему? Здесь мужчина, скорее всего, был жесткий, здесь женщина на него зла. Если это и не ваш супруг, да, все равно здесь какой-то был мужчина, да, с которым вы бы не хотели бы общаться здесь. Вы слишком на него злы. А мужчина там себе корону набивает. Итак, еще для какой женщины это будет расклад? Знаете, что женщина здесь с уроками однозначно, которая прошла, либо проходит до сих пор уроки. Женщина закрытая, знаете, как от всего мира. Ну, внутренне, помимо этого, очень ответственная. И вы что-то долгое время здесь ожидали. Понимаете, ожидали чего-то. Но женщина здесь, которая находится в своем мире. Вот у нее есть свой мир. Итак, давайте будем смотреть, почему же все-таки вам не везет в личных отношениях. Почему не везет? Знаете что? Во-первых, женщина здесь закрытая, женщина здесь не подпускает. Понимаете, как? Скорее всего, здесь мужчина был рядом, да, который вот... После чего этот мужчина поступил с вами так, что женщине пришлось закрыться. Женщина здесь... Она все равно... У нее есть какие-то ограничения. Это может быть страхи, депрессия, понимаете, что? И причем, я вам скажу, вот бывает вроде как хорошо, да, а потом через какое-то время опять депрессия накатывает. Почему не везет личной жизни? Потому что на вашем пути попадаются постоянно незрелые мужчины. Скорее всего, вы здесь женщина сильная, но это и так понятно, да? А к вам, знаете, какие-то как будто вот слабые мужчины постоянно попадаются. И тем самым женщина не хочет их подпускать к себе. Понимаете, как? Еще почему не везет вам в личной жизни? Скорее всего, вы сами ничего не делаете для того, чтобы, знаете, как ваша жизнь улучшилась, да? Хотя вы можете на данный период времени, да, пребывать в депрессии, вот не верите вы. И все-таки, знаете, как еще и можете думать, но все равно, если суждено, то суждено. Конечно, вы планы на будущее строите, да, причем у вас здесь грандиозные планы. Но по поводу личной жизни здесь ничего вы не делаете, абсолютно. Так, почему еще вам не везет в личной жизни? Вот так. Знаете как, я вам скажу, женщина вот здесь стабильная, земная, я не буду привязываться к знакам зодиака, да. Просто вам настолько здесь разбили сердце, это могло быть и предательство каково, да, могли не вас выбрать, может другая женщина была, здесь мужчина вам однозначно разбил сердце, да. Вы с одной стороны, да, уже и не верите в свое будущее, да, что вот жизнь как-то наладится, но с другой стороны уже хотите от этого очиститься. Но здесь слишком большая вот именно душевная такая вот рана, понимаете? Вот почему вам не везет. И
Вы предпочитаете, знаете как, ну здесь веры нету, что вот как будто все наладится. Почему еще не везет вам в личной жизни? Знаете, как я вам скажу, в вашей жизни как будто вот, знаете как, вот вроде, да, появляется новое, вроде знакомство, да, общение. Хотя вы женщина очень сильная, и вы как будто, знаете как, вот вы волшебница, да, притягиваете к себе одних дураков, вот честно. Вот таких вот, которые только стремятся для того, чтобы создать какие-то легкие с вами отношения. Ну и после чего вы просто здесь разочаровываетесь, говорите, это не мое, то не мое, я так не хочу. Почему не везет-то еще? Хотя вы вполне здесь можете. Просто вот видите, все здесь зависит от вас. Но вы настолько просто разочаровались, да, уже в мужчинах, что вы просто не верите в себя. Здесь просто не хватает еще уверенности в себе. Здесь женщина, скорее всего, здесь, которая находится в депрессии, которая уже потеряла веру. А здесь просто говорят о том, да, почему не везет. Потому что здесь, ну, женщина уже все здесь поникла. Понимаете, она не верит в себя. Вы не верите здесь в себя, что вы можете, что пора уже, знаете, как начинать обнуляться и начинать новую жизнь, идти, знакомиться. Здесь не хватает уверенности. Вот. А почему вы так разочарованы? Скажите. А знаете, что, почему вы так сильно разочарованы? Нет, я вам скажу, вы яркая, красивая женщина. Но вы настолько уже охладели. Здесь, скорее всего, долгое время пребываете в одиночестве. Ну, веры нету. Помимо этого, вы мудрая, да, интуитивная. Но и в то же время, понимаете как, здесь женщина, скорее всего, прошла и Крым, и Рым, да. Здесь вы сами стали скрытной. Понимаете, как будто вот я, как и до этого говорила, да, в своем мире. Кто-то из вас даже может думать о том, что, понимаете, кто-то на вас здесь навел магию для того, чтобы вы остались одиноки, несчастны. Это тоже для кого-то. Но здесь просто не верите, не доверяете здесь людям. Женщина здесь закрытая. Хотя на самом деле, да, все ключики у вас внутри. Понимаете, здесь. Интересно, делали ли на вас здесь магию? Была ли на вас сделана здесь магия для того, чтобы вы были одиноки, чтобы вам не везло в личной жизни? Была ли здесь магия на вас сделана? Интересно. Да нет, не было здесь магии, но это на вас, знаете, что я вам скажу? Здесь на вас отразился поступок мужчины. Возможно такое, да, что мужчина, который с вами плохо здесь подло, да, по-предательски поступил, такое не исключаю, да, после чего он мог вас оставить в очень сложной ситуации, да, одну здесь. Я даже не исключаю, что у вас были здесь и с финансами проблемы, здесь столько на вас навалилось, после чего вы думаете, лучше быть одной, но зато я самодостаточная, зато мне больше никто не сможет причинить мне боль. Понимаете, здесь вот так выходит. Хорошо, а что нужно сделать для того, чтобы личная жизнь уладилась? Что нужно для этого сделать, чтобы женщина стала здесь счастливой, чтобы наконец-таки обрела свое женское счастье? Что нужно для этого сделать? Скажите, пожалуйста, карты. Знаете, как я вам скажу, здесь нужно жестко поступать с прошлым, да, перестать вот внутри себя, уже внутри у вас идет конфликт, понимаете, здесь я вам скажу еще и внутренне, возможно, здесь не исключено такого, да, что именно, вот как я вам до этого говорила, да, неуверенность в себе, нам, возможно, длится, связана с детством, понимаете, что вас могли здесь, вот, может быть, мама была слишком жестокой, понимаете, что вот ни за что вас постоянно могла обвинять, ругать, понимаете, даже не исключая, может, соперничество было между кем, да, но вы, почему у вас нет уверенности в себе, да, и вы думаете, что ну, что-то не так, да, это, скорее всего, связано здесь с детством, понимаете, как? Вас здесь несправедливо, вот я вам скажу, может, в детстве вас просто наказывали, либо вам внушали то, что ты какая-то не такая, что вот ты какая-то конфликтная здесь, и у вас здесь еще идет внутренний конфликт, понимаете, что? Ну и мечты, конечно, много иллюзий у вас здесь есть. Но что вам нужно для этого сделать? Понимаете, что уже как-то для себя решить, что прошлое это остаться в прошлом. Вот прям знаете, вот как судья вынес приговор здесь, да, что все. То, что прошлое, пусть оно останется в прошлом. Понимаете как? Для того, чтобы личная жизнь наладилась, да, здесь в первую очередь нужно перестать самой себя осуждать. Понимаете? Как ни крути, все равно идет здесь с детством. Детство. Понимаете как? Вы сами себя здесь осуждаете. Сами. Перестать осуждать себя. А что еще нужно сделать для того, чтобы личная жизнь наладилась?
Знаете как, вам, кстати, нужно перестать быть... Вы, возможно, здесь собственница, возможно, вы очень ревнивая женщина, да, возможно, такое, то, что я вам скажу, на язык тоже. Знаете, как скажете, может обидеть человека, но и при этом вы очень общительная, да, а когда с вами общаются, очень с вами, вы знаете, как душевный человек, с вами очень классно. Например, вот вы, возможно, такой вот человек, у которого много есть людей, с которыми, правда, очень хорошо проводите время. Но вам нужно здесь прощаться с какой-то жадностью, понимаете? Вот эта вот ваша стабильность, да, в которой вы пребываете, она в какой-то мере вас разрушает здесь. Понимаете, что и вам нужно наоборот радоваться здесь. А вот вы сидите, это моя жизнь такая, да, я одинокая, но и при этом сами себя осуждаете, сами злитесь. Это тоже есть такое. Вот от этого нужно избавляться. Что еще нужно вам сделать для того, чтобы стать счастливой? Что подскажут карты? Знаете как, здесь нужно вот именно работать над своей самооценкой. Женщина, вы добрая, вы одного не можете понять, что доброта ваша никому она не нужна. Вы должны превратиться в императрицу, да, императрица та, которая знает себе цену, понимаете, она не позволяет людям просто использовать себя. Прекратите уже быть вот этой понимающей женщиной, да, которая, знаете, как мамочка-наседка такая. Вам здесь прям нужно работать над своей самооценкой. Может, если кто-то пополнел, да, заняться своей фигурой, если там, ну, здесь эмоции, возможно, вы такая женщина, которая склонна, ну, здесь и женщина эмоциональная, вот склонна в депрессии входить, понимаете? Здесь вот как-то нужно, может, с психологом поработать здесь. Здесь вот точно нужно поднимать свою самооценочку. Я вам, как и до этого говорила, то, что там есть неуверенность в себе, да, вот над этим надо еще работать. Что еще нужно сделать для того, чтобы женщина обрела свое счастье? Знаете, как я вам скажу, вам нужно стремиться к серьезным, стабильным отношениям. Вам нужны отношения прозрачные, да, возможно, может, вам куда-то нужно переехать, да, либо оставить, например, если, предположим, если вы на данный период времени, возможно, пребываете в каких-то непонятных отношениях, да, вам нужна прозрачность, вам нужно уходить, понимаете, вообще от непонятных ситуаций для вас, понимаете, как. Еще могу сказать то, что, возможно, у вас именно депрессии, да, связаны вот с лунными сутками, с лунными вот этими, да, новолуниями. Вот что-то вот луна на вас здесь действует. Тоже такое не исключаю. Понимаете, в депрессию склонна входить здесь. И вот знаете, как здесь по ночам даже можете плакать и выть на луну. Вот от этого надо уходить. Вам нужна стабильность здесь. Женщина, вы здесь семейная, да? Нужно к этому стремиться. Что еще нужно сделать для своей личной жизни, чтобы личная жизнь наладилась? Что нужно сделать для этого еще? Знаете как, вам нужно здесь сделать выбор и вперед, понимаете, что? Кстати, здесь, возможно, такое даже не исключаю, может просто ворваться какой-то мужчина, возможно, из другого города, такое тоже не исключаю, либо какой-то будет переезд здесь, понимаете как? Вам нужна стабильность, нужна, понимаете как? Вы должны сначала понять, что вы хотите, да? А что это колесница? Что это колесница нам показывает? Да, как я вам говорила, какой-то ворвется. О, надо же. Надо же. Понимаете, что? Так, не исключаю, да, возможно, ваш ровесник, либо младше вас по возрасту, да, резко может ворваться в вашу жизнь. И вам говорят, не надо от него закрываться. Понимаете, как? То, что вы такая, да, женщина здесь с характером, но и он такой, понимаете? Здесь не буду привязываться к знакам зодиака. Просто не закрывайтесь уже. Возможно, такое, да, то, что в поездке в какой-то, возможно, познакомитесь вы с мужчиной. Он может либо быть вашим ровесником, либо младше вас по возрасту. Он такой вот харизматичный. Так, интересно, а это что за паренек у нас? Что за паренек? Кстати, знаете, что я вам скажу? Этот мужчина может кардинально изменить вашу жизнь. Понимаете, как? Вот какие-то он перемены может внести в вашу жизнь, что вы можете на него переключиться. Понимаете? Здесь у вас есть какой-то в прошлом, да, с которым отношения здесь умерли, да, но и этот новый мужчина, может быть, он даже и будет и женат, такое тоже не исключаю. Но этот мужчина однозначно внесет какие-то перемены в вашу жизнь. Так, а какие он, интересные перемены внесет этот человек?
Ой, кстати, у вас здесь, знаете, как я вам скажу, здесь будет очень даже, вас будет тянуть друг к другу, понимаете, как страсть какая-то здесь, прям любовь, симпатия, общение здесь, взаимопомощь какая-то здесь будет. Интересно. Здесь однозначно, здесь очень интересное какое-то будет знакомство. Причем будет вас... Ага. Ну... И еще есть какой-то у вас, скорее всего, это прошлый, наверное, партнер, от которого вы здесь закрылись вообще, который... Либо даже если этот будет партнер, он может, знаете, как будет стараться вот действовать в ваш адрес, да, чтобы вы не закрывались от него, чтобы не потерять вас. Понимаете как? Ну, яркий будет, добиваться какой-то здесь мужчинка будет. Здесь и прям и общение, печенье, и страсть такая, прям, знаете, прям сексуально, как будете друг друга притягивать. Ох, интересно. Даже не исключая, может, это будет ваше знакомство, да, но все равно там с дорогой связано. Может, вам куда-то нужно будет поехать, и он там окажется, понимаете как? Так, интересно. И чем эти отношения будут дальше, как они будут развиваться? Мужчина здесь прям будет, знаете, как завоевывать вас, завоевывать. Причем не исключая, да, ну как-то он будет вас прям настроен, как-то вот, я же вам говорю, вот как-то вот резко появится в вашей жизни. Понимаете? Возможно, такой очень умный мужчина, интеллектуал, тоже не исключаю, да? Не исключаю, что он чем-то вам будет помогать здесь. Ну, я вам скажу, конечно, он немножко будет, возможно, еще и агрессивный сам по себе характер, да, мужчины. Но при этом какую-то будет оказывать вам помощь, поддержку, понимаете? Но тоже со своими иллюзиями там, со своими желаниями, но тоже без этого тоже не бывает, да? Но лучше давайте я оставлю это вот так. Все остальные карты я лучше уберу. Лучше закончу расклад на такой хорошей на таких замечательных картах, чтобы правда так и было. Понимаете, как? Вот резюмирую этот весь расклад, да? Вы здесь, женщина, уже стали холодной, никому не доверяете, да? Но все это, к сожалению, было связано с вашим детством здесь. Возможно, у вас была холодная мать, либо вы недолюбленный ребенок. Возможно, не исключая, даже, может быть, вас в детстве били, да, либо, вы знаете, даже, ох, да, что, не дай бог, на вас поднимали руку, да, но все равно здесь как будто вот с детства, вот как внушили вам, что ты ничего не достойна, и вот так вот, и тем более, и еще тот мужчина вашу самооценку вот прям втоптал. И после этого женщина здесь остается одна и говорит, нет, мне лучше быть одной. Так вот надежно, понимаете? Я же вам говорила, так что женщина здесь, возможно, еще и ревнивая, да, еще и помимо этого боится потерять. Вы знаете, как боится выйти из зоны комфорта, вот что-то поменять, кого-то впустить, потому что, ну, не доверяет она здесь мужчин. Но все равно, слава тебе, Господи, здесь ворвется какой-то, причем внезапно какой-то мужчина, возможно, это будет связано либо с переездом, либо вы поедете куда-то, да, и все равно этот мужчина будет, вот знаете, как у вас будет и секс, и, знаете, вам будет друг с другом очень интересно, здесь общение какое-то интересное, симпатия, притяжение. Ой, дай бог, чтобы так было для каждой той, которая будет смотреть этот расклад. Итак, дорогие мои друзья, на такой хорошей ноте я заканчиваю. Всем желаю женского счастья, любви, гармонии. И также для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp. И до скорой встречи.